вами канал «Не такой, как все». И сегодня мы идем в гости к очень интересному человеку. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Многие распечатки ног на дверях. Кто-то ломился. И мы тебе тут этих гостинцев. Да, спасибо. Это, ну, ты тут живешь, да? Ну да. Угу. Твоя квартира? Ну, типа да, но как съемная, типа, считается. Ну, Угу. там каждый месяц платить надо. Ну так за любую квартиру надо каждый месяц платить. Не, ну это да. Ну и как тебе тут? Нормально. Нормально? А ты же говорил вроде, что ты собираешься на Украину ехать. Что там у тебя Ну вот. произошло? Ну вот в понедельник должны за паспортом с этим организатором ехать. Что он просил, короче, персональный код поменять еще зачем-то. Ну и вот, короче, он там на границе застрял, если не списывался, типа 8 километров очередь из-за войны этой. А что ты на Украине собираешься делать? Ну там, короче, он в Латвии, в Украине какие-то башиды закупает, и их потом надо везти в Украину. Там, короче, встречаться с нотариусом. Что-то их, короче, надо в Латвии на себя их переписать и потом, короче, перевести через Украину, потому что там закон такой, что украинцы могут только импортные вот эти машины перевозить только, по-моему, 2 раза в год было. И вот они людей постоянно ищут, чтобы те перевозили. А ты не боишься, что какая-то махинация? Не, я уже ездил. Мгм. А чем сейчас вообще занимаешься? На мойке сижу, подрабатываю. Не каждый день? Ну, нет. Мгм. Но я там начальника очень давно знаю, и он такой веселый парень, нормальный. Веселый парень. Ясно. А что у тебя тут вот за надписи такие? На это когда Курт первый раз, мой друг, приезжал с Германии, он, короче, вот это все начал писать. Ну, часть я что-то писал. Это, короче, э, ну там чувак тоже топит за электронную музыку, ему, короче, всякие логотипы этих популярных диджеев. А и вот я понимаю, вот Джокер. Ну скажи правильно. Ну, харджекер. Ну, это я что-то в Хард-Джокер. фотошопе пытался, типа, короче, сделать и потом кинул. Но это твой логотип. Ну, не знаю. Ну, так чисто. Но он связан с чем? С музыкой? Ну, да. И что у тебя с музыкой? Ну, я вот думаю комп скоро нормальный купить, чтобы у меня FL Studio со всеми плагинами работала, потому что она оперативку жрет дофига. Ну, а сейчас на мобиле что-то написываю. Мгм. То есть ты сам треки пишешь, Ну, да. а можешь что-то поставить? Слушай, хорошая у тебя музыка, вкус есть. Да, И, я что-то Баске показывал, он такой, вау, прикольно какие-то. Короче, что-то он мне писал, типа там что-то тихие места, есть громкие места, нормально, понравилось. а как-то развиваться в плане музыки не думал? Но это бабки надо. Да Бабки это надо? надо, не, это надо, скорее всего, в Голландию ехать.
Там вообще вот в плане именно электронной музыки там вообще все прекрасно. А есть у тебя, может быть, какой-то свой канал, куда ты это все загружаешь? Но есть, но я им уже давно не занимаюсь. Мгм. Ну, может, стоит попробовать? Ну, не знаю. У меня на это времени нет особо. Я не знаю, я на этот канал забил уже давно. Ну, либо на автомойке работать, либо заниматься чем тебе нравится и зарабатывать деньги. Что лучше? Ну, ну, мне кажется, что каждому так бы хотелось чем-то вот именно тем, что ему очень нравится и что ему по душе заниматься и на этом зарабатывать, но не всегда возможность такая есть. Ну, в общем, я тебе желаю успехов в твоем творчестве. Спасибо. Надеюсь, что у тебя все получится. Да, спасибо. Я смотрю, у тебя тут икона стоит. Вон. А, я не знаю, это от прежних хозяев еще осталось. А, Я когда сюда заехал, он там и стоял. ага. А сам веришь в Бога? Ну, не знаю, я не задумывался. Понятно. А что у тебя это вот здесь? А, у нас, короче, ремонт этой всей системы во всем доме, короче, у меня что-то вообще... Там, короче, какая-то, я так понимаю, центральная труба засорилась, у нас даже воду подключили горячую, и напор сделали, короче, вообще вот это горячая, она должна была течь вот так же, как и это. Где-то месяц назад в ванную приходили, короче, эту трубу сломали, ванну, короче, обшивку сбоку всю содрали, короче, не знаю, что там с ней. Зачем? Но они трубу у меня ремонтировали, там, короче, какая-то центральная труба, то ли проржавела, то ли прогнила, не знаю. Так Можно не по один раз не ко мне, и тоже он к соседям, снизу соседка тоже приходила, говорит, у тебя что-то тут заливает, и потом оказалось, что там труба сгнила. А начали смотреть дальше, там еще и во всем этом, в центральной трубе тоже проблемы. И мне все тут переломали, это все сломали, Ой, короче. Вон, видишь, тут советская труба, она вся нафиг ржавая. И вот они вот эту часть, короче, просто на эту железку, на металлическую трубу поставили эту пластмассовую. И потом они вот сейчас еще в коридоре там постоянно что-то а что долго. там у тебя такое? Фиг его знает, я уже не помню. Не помнишь? Вот этим вантусом можно почистить раковину. Да, Вантус что-то тоже не работает, я не знаю. Но он давление не создает, я его пихаю, короче, он как, ну, как очень легко отходит от А сточной. что вот это, вот это что такое у тебя? Когда Свен у меня жил, короче, что-то он тут психовал, и я типа, ну, закрылся в туалете, потому что он что-то вообще там разошелся. И он, короче, дырку выбил, говорит, давай вылезай. И он вылез через дырку? Нет, я там сидел. Так вон, Эрнест тоже помнит, мы один раз с экскурсии, короче, приперлись, он тут что-то психовал, короче, в дверь долбил. Но мы его закрыли, и он, видимо, курить хотел, короче, и до магазина не мог сходить. Но я его спрашивал, типа, я поеду, я тебя закрою. Да, окей, хорошо. Приезжаю, он тут долбится, короче, психует. А кто такой Свен? Да, придурок один. А вы с ним общаетесь? Не, ну сейчас он, кстати, более нормальным стал, потому что я с ним недавно виделся, но он как-то в плане того, что типа меньше глупостей каких-то делать. Ну вот это да, он, кстати, чуть-чуть поменялся. А что за такая история, что ты рассказывал, якобы Свен пропал, что его убили на Украине, что-то такое? Не на Украине, в А, Голландии. ой, извини, в Голландии. Так это как, он Да, жив в итоге? но по идее, да, как оказалось. Так он приехал, он, короче, рассказал, ну я не знаю, это мне просто так передали, что типа его убили. Потому что чувак, который, ну, у меня есть знакомый, у которого есть еще один знакомый, который работает тоже в Голландии. И вот этот Денис поехал через ту же фирму, получается.
Его поселили в один отель с ним. И вот этот чувак, он почему-то вот моему знакомому рассказывал, что его типа убили, что он там куда-то вляпался. А он потом приехал, он вообще рассказывал, что типа ему предложили заработать большие деньги в Бразилии. Там надо было какой-то кокаин, короче, надо было перевозить. И его по дороге из Бразилии в Куала-Лумпур или куда-то в Сингапур, он там, по-моему, куда-то летел. И, короче, в аэропорту его с этим кокаином задержали и посадили, короче, на 5 лет в бразильскую тюрьму. Если б Свена. Да-да-да, если бы не его мама, которая там постоянно звонила в посольство, туда-сюда, отправляла, короче, деньги, типа как, ну, как выкуп, короче, что-то типа того, то он бы там по законодательству сидел бы, короче, 5 лет. Но он отсидел там, по-моему, что, около 3 месяцев, и его выпустили. И он еще сказал, что он очень-очень счастлив, что его посадили на самом деле. Я на самом деле удивился с таких слов. А он, короче, говорит, что, как ему сказала полиция, что он вообще должен быть им благодарен, потому что при том, как он прилетел бы в Куала-Лумпур, его, короче, готовились убить. Ну, то есть взять кокаин этот и не заплатить, а просто его убить. И что там так много было кокаина, что это цена человеческой 20 жизни? килограммов. 20 килограммов. Ему, короче, какой-то портфель, у него до сих пор этот портфель есть. Там, короче, вышит но он большой довольно, такой где-то. Там, короче, в боковой этой части специально вышита, короче, какая-то дырка малозаметная. Как-то это все было заделано, и там, короче, вот такой пакет помещался. Но это же очень палевно. Ну, в том-то и дело. Я ему об этом говорил, он, короче, говорит, ну я что-то думал, типа, что прокатит. Я говорю, с кокаином, да с такой палевностью не прокатит. А сам ты пробовал кокаин? Нет. И не собираюсь. А что-то другое? Ну, траву покурить можно, а так. А что-нибудь еще пробовал? Да, мне кажется, по молодости все что-то пробовали, даже если не наркотики, то алкоголь, там точно сигареты какие-то, не знаю. Но я вот пробовал несколько раз эти экстази, как они называются, ну, колеса, короче, и пару раз схавал, потом все. Ну, от них худеть начинаешь очень сильно. Самый главный прикол в том, что ты их когда ешь, получается, ты начинаешь очень быстро терять в весе, и при этом аппетит у тебя просто сводится к полному нулю. То есть есть ты не сможешь, когда ты колеса употребил, ты не сможешь есть, и при этом будешь сильно худеть. Но ведь они же, наверное, эти все наркотики тоже дорогие. Но у нас на все стандартная цена, кроме кокаина. Это 15 евро. Ну, не знаю, для кого может дорого, для кого недорого, не знаю. Ну, кокаин это вообще, конечно, 1 грамм 100 евро. И ты не пробовал никогда? Нет. Даже если бы мне его бесплатно дали, я бы его не Ну, так пробовал. говорят же, что кокаин самый такой, вроде как и элитный наркотик считается, который политики там употребляют. Не Всякая элита, знаю. богатые люди, актеры, Ну, певцы. там с передозировкой очень легко. Там словить передозировку легко. Вот у меня подруга была, она что то там тоже попробовала, короче, и слишком много ей дали, так она потом в больницу поехала. Там нужно именно знать сколько, потому что если ты чуть-чуть больше, чем надо, что то там, ну, нюхнешь этого кокаина, все отправишься на тот свет. Но она жива осталась? Ну да, М. А ты здесь один живешь? ну да. А где твои родители? Ну, они живут, получается, он там через железную дорогу, там, короче. Слушай, а ты это общаешься со своими родителями?
Да, мы с ними нормальные отношения поддерживаем. Нормальный, да? А с Ну кем у да. тебя ближе отношения, с мамой или с папой? Ну, наверное, с папой, потому что с папой обычно можно больше обо всем договориться. То есть у меня очень много было случаев, когда я еще, когда у родителей у них жил, было очень много случаев, когда, допустим, мамы не было. Я специально ждал, пока она куда-то по делам уйдет, и потом у бати отпрашивался погулять. И он типа: "Ну ладно, хорошо, иди". Но он такой, он более добрый, чем мама. А мама, она такая постоянно какая-то вся боевая прямо. И вот, да, с папой можно больше договориться. А родители приходят к тебе в гости сюда? Да, папа иногда заезжает, а мама не может в последнее время, потому что она постоянно на работе, в школе. Но у них же эти 2 школы объединили, 34-ю, там одно здание с другим. И она то в одном здании, то во втором допоздна все время работает. Причем у нее рабочий день официально получается до 5 вечера. Мгм. Но она постоянно остается и до 7, до 8, там иногда до 10, когда родительские собрания вообще бывает до полночи там засиживается. Мгм. А это твои настоящие родители? Нет. А ты своих настоящих родителей знаешь? Нет, я только знаю, как маму зовут. Но она, то есть, она есть? Может, есть, может, нету, не знаю. Ну, типа, как получается, ее с полицией искали и не нашли, и 10 лет прошло, и она, типа, по нашему законодательству получается, что если твоих настоящих родителей за 10 лет не находят, то по истечении 10 лет они, короче, начинают официально значиться как пропавшие без вести или как это, или погибшие, не знаю. А хотел бы ее увидеть, познакомиться. Ну, если она не алкоголичка, то тогда да, хотя скорее наоборот, она алкоголичка и есть, потому что мне говорили, что, ну, короче, бухать куда-то с кем-то ушла и все, и, короче, и так и пропала. Ну, а как ушла и тебя оставила маленького? Ну да, потом там эти соседи звонили в полицию, жаловались, типа, что ребенок плачет уже третий день. А сколько тебе лет было тогда? Ну, не знаю, мне, наверное, даже года не было. И Ну, ка и получается, что вот как раз почти с года до 4 лет меня держали в детском доме, а потом, короче, вот эти родители меня в 4 года взяли. и как прошло твое детство? Вот именно с того момента, с 4 лет. Ну, относительно нормально. Чем вы занимались в детстве? Какие у тебя вот хорошие воспоминания, может, есть с детства? Ну, то, что мы очень часто за границу ездили, вот это было прямо очень круто. То есть там Египет, Турция, не знаю, там всю Европу, можно сказать, объездили. Потому что мы когда, ну, по Европе мы мало ездили, но я говорю, что всю Европу, потому что мы и так по Европе ездили, но у нас была одна очень длинная поездка, когда мы поехали на автобусе с Латвии в Австрию. И мы там ехали, это получается Латвия, Литва, Польша, потом Словакия, Чехия и с Чехии, по-моему, в Германию мы поехали. Не-не-не, мы поехали, да, мы поехали в Австрию, и потом с Австрии еще в Германию заехали. Но там чисто какой-то городок был около границы, там было какое-то спа, это типа бассейны на улице, типа вот вокруг мороз, то есть под открытым небом бассейн, сугробы вокруг, а там, короче, эти горячие источники. И там вот круглый год плюс 30 в бассейне. Мгм. То есть они тобой занимались, везде возили, да? Ну да, И учился ты тоже? ну да.
А какое у тебя образование? Ну, получается, 9 классов закончил и 3 года ходил на профессиональные, ну, типа, на помощника повара, потом еще, короче, этот столяр или как это называется, я не знаю. Ну, у нас на латышском там все было. Ну и что тебе не понравилось, ни повар, ни столяр? Ну, не знаю, не особо. Ну а каким вот ты себя через 10 лет видишь? Даже не знаю. Каким бы хотел видеть? Ну, не знаю, я хочу куда-то за границу уехать и за границей что-то делать. А что-то делать это что? Но работать где-то за границей на нормальной работе. Потому что я думаю, что ну не дураки же люди, если вот так вот массово с Латвии уезжают, значит, есть на то причины, не дураки. Мгм. Да у нас экономика же рухнула к чертовой матери. Что тут делать? Давно уехал тоже в Голландию, говорит, нахер я вообще сюда даже возвращаться не собираюсь. И уже как месяц работает там в Голландии и на складах, короче, маркировщиком. Я ему звонил, он говорит, типа, «Да, работа вообще не очень сложная. Отдыхай, когда хочешь. То есть ты можешь, ну, типа, там поработать часок и потом полчаса спокойно, там, не знаю, сидеть, отдыхать, там, взял, покурил и нормально платят. Вот, но у них дорого там в Голландии все, но у них при этом и зарплата соответственная. То есть там можно по 3,5, по 4 тысячи поднимать спокойно. Мгм. Слушай, а вот ты здесь живешь какое-то время, но ты же не всегда здесь жил. Где ты жил до этой квартиры? Вторник, Каунсе, Что там? общежитие. Ага. А были такие моменты, вот когда тебе негде было жить? Ну было, но это 1 месяц чисто. И что ты тогда делал? Ну, половину времени у батьки провел. Он мне типа сказал, что вот можешь там у меня пока пожить. Одно время, да, одно время в центре в заброшенном доме, короче, в квартире ночевал, короче. Но там, кстати, нормально было, учитывая то, что на тот момент особого холода не было, было вообще нормально. Ну и что, кому эта квартира принадлежит и почему ты там перестал жить? Может, тебя как-то там выгнали или кто-то Нет. пришел? Ну как, почему перестал? Потому что я потом вот с отцом оформлял все документы вот сюда, на эту квартиру. И вот как только мне ее выдали, так я сразу. Ну да, не, сначала, получается, вот я жил в этой заброшенной квартире, а потом я уже оставшееся время до того, как получил эту квартиру, жил у батьки. То есть батьке позвонила вот эта заведующая этим домом, как это, управдом или как это называется. И, короче, говорит, вот, можете приезжать смотреть. Ну, мы приехали, короче, и все, и в тот же день я уже ключи взял, и так тут и А живу. вот ты в этом в заброшенной квартире расселенного дома жил, а, как вообще, не страшно там ночами или, может, кто-то к тебе Нет. приходил? Но страшно не было. Особо там никто не шастал, потому что рабочие там уже, я так понимаю, все законсервировали. Но они изредка там приходили, но это было днем, когда я уже там дела какие-то делал или куда-то ездил. Ну и, короче, был самый-самый смешной случай в этой квартире, когда я спал, и проснулся от того, что услышал прямо под собой на этаже ниже, короче, голосов целую кучу. И голоса эти явно походили на каких-то рабочих или строителей. Ну и я резко встал, короче, а там такой диван еще стоял угловой.
М, вот получается, туда как заходишь, там такая маленькая комнатка сразу, и там кровать большая вот стояла. И я эту кровать, недолго думая, назад отодвинул, за кровать, короче, залез, присел, начал ждать, что будет. И они, короче, зашли в эту квартиру. Короче, что то там начали обсуждать, типа, что вот, задолбали, опять кто-то тут дверь пытался ломануть, что то опять там поломали внизу, короче. И в этот момент они, наверное, стояли, ну, в сантиметрах 50 от меня. То есть вот, получается, вот кровать была отодвинута, я, короче, стоял, в присядку, точнее, сидел за кроватью, и они вот где-то вот тут стояли и, короче, и общались. Но у этой кровати был высокий верх, и поэтому они стояли спиной ко мне, и поэтому они меня не увидели. Я вот все сидел и ждал, что сейчас меня обнаружат и начнут за шкирку вытаскивать оттуда. Но Страшно они, короче, было? да нет, ну непонятно. Я потом вообще очень смеялся с этой ситуации. И они, короче, да, они постояли, что то побеседовали и ушли вниз, что то там начали сверлить, пилить. Ну, я, короче, под шумок, пока они там сверлили, пилили, вылез на крышу, через крышу перебежал. Вот да, вообще смешно на самом деле. По центру города по крыше чувак бежит. И, короче, через несколько крыш перебежал, и потом там одно здание угловое ремонтировалось. Сейчас оно вообще очень красиво его отремонтировали. И я вот там по лесам сполз просто вниз и ушел. И Потом это был твой вечером пос или ты еще возвращался? потом вечером, когда я туда приперся, там, короче, окно этой ДСПшкой запилили. Мне пришлось, наверное, минут 40 стоять, отковыривать ее. То есть ты вернулся, еще какое-то время там проживал? Ну да, это там уже, наверное, где-то еще неделю жил. И там еще был очень смешной случай. Там рядом есть здание офисное, тоже такое старенькое довольно. Там всякие офисы, конторы переводчиков, и всякие автошколы, фирмы. И что-то я, короче, хотел в бутылку воды набрать, а там дверь открыта стояла. Думаю, зайду, короче, а время уже 12 часов ночи. Думаю, ну ладно, зайду, короче, может там туалет какой-то есть. Короче, захожу туда, и вот вроде элитное здание посреди центра, и я туда захожу, а там ночью просто, я не знаю, там ни охраны, никого там внизу на первом этаже, вот где пост охранника, просто пустое помещение, двери нараспашку, заходи вообще без проблем. Правда, все кабинеты, где находятся офисы, все это закрыто, и я, короче, иду, и просто в одном углу около батареи бомж спит, во втором углу там какой-то еще дядька спит, открываю туалет, там около унитаза еще мужик валяется. Нормально, офисное здание в центре города, офигенно. Интересно, конечно. Не, ну хорошо, что тебе дали наконец-то квартиру, тебе не надо там маяться по всяким заброшенным домам. А вот про детство еще мы говорили. Какие-то вот, может, негативные моменты отложились в памяти. Ну это самые странные, жесткие методы наказания моей мамы. Почему я и говорю, что она такая довольно боевая женщина, потому что были случаи, Э, были случаи, когда вот, допустим, я там какие-то конфеты у них из бара стырил. Я вот в детстве очень любил все время подтыривать всякие конфеты, шоколадки. И, короче, я в очередной раз под шумок, пока они там на кухне что-то делали, я, короче, подтырил из бара коробку конфет. И меня так жестко наказали за коробку конфет, что я просто в шоке был. То есть меня в темноте вот просто отвели в лес, там оставили, но это, конечно, вот, было несколько раз такое мероприятие с отводом в лес. Мне на тот момент, наверное, ну, лет 11 было. И получается, что вот папа никогда в таких отводах в лес вообще не участвовал. Получается, что вот мама отводит в лес, оставляет, я потом как-то
просто в панике, в страхе пытался, короче, выбраться с этого леса. Прихожу домой, они там тоже что-то орут, скандалят. Папа там кричит, типа, что вот, что ты так из-за каких-то конфет, ну ладно, ну там поругать можно, но зачем такую фигню творить? И, короче, да, ну такие моменты вот были, но я ни в коем случае, я не знаю, я уже давно на это не обижаюсь, ну потому что мать, она есть мать, и даже если, ну не знаю, она ну, не биологическая, не настоящая, но все равно я не вижу смысла обижаться, тем более такое долгое время. Да, все-таки они же тебя вырастили до совершеннолетия, так они точно, наверное, тебя Ну да, воспитывали, участвовали в это твоей тоже, жизни. потому что я вот очень часто думаю о том, что если бы я остался, допустим, в детском доме, и меня бы до 18 лет так бы никто не взял. Сейчас, ну, сейчас в детских домах очень много таких ситуаций, когда вот те, кто из них, те, кто и выходят вот из детских домов, мне кажется, вот очень мало людей, которые действительно чего-то добиваются и у них все нормально. А наоборот, очень много людей тех, которые вот выходят и тут же связываются с какими-то непонятными компаниями, там начинают бухать, что то употреблять, там по итогу уже вообще начинают там колоться. И вот это очень-очень страшно на самом Ну, деле, то есть ты поэтому, благодарен своим биологическим родителям за свое детство, ну да, а как я еще должен поступить? и ты не обижаешься на них. Конечно, нет. Слушай, а у тебя есть в жизни хоть один самый дорогой человек? Самый, вот, которого ты любишь, уважаешь? Ну, есть, но, к сожалению, не один, а два. Это мама и папа. Может быть, ты хотел бы им что-то передать? Не, вообще вот людей, которых я именно уважаю, их много, но именно которых вот Близкие. прям вот близких, это только вот мама с папой. Может, ты хотел бы им сказать спасибо? Ну, если, конечно, хочешь. Ну, так я им постоянно это говорю, я ж приезжаю к ним постоянно, в обнимки лезу. Да. Ну да. Ну, даже не сам лезу, бывает, мама приходит такая, о, привет.